Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Я рада приветствовать всех новичков своего канала. Заходите, не стесняйтесь, смотрите видео, комментируйте, лайкайте, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. На канале очень много интересных видео, еще впереди предстоит тоже очень много интересного. А мои постоянные подписчики, мои постоянные зрители, спасибо вам огромное за ваши отзывы, за ваши пожелания. Настолько от души, настолько приятно. И, естественно, это большая-большая поддержка. Я к вам с новым узором, с ниточками Yarn Art Baby. Вот такие вот сегодня будут расцветочки. Это стопроцентный акрил, вы уже знаете, да? Кто не знает, смотрите, стопроцентный акрил, детская пряжа, 50 грамм, 150 метров. Это вот эти моточки. Есть моточки больше в 2 раза, 100 грамм, 300 метров, это то же самое. Итак, крючок, который здесь рекомендует производитель, 3,5 миллиметра. Вот мы берем 3,5 миллиметра. Итак, вы можете брать такие же цвета, можете брать другие цвета, вы можете вязать в один цвет, вы можете вязать в разные цвета, вы можете использовать свои остаточки. Узор универсальный. Естественно, вы как мастер, как дизайнер можете придумать, прифантазировать, так скажем, свое видение. Итак, кто давно на моем канале знает уже, что я делаю небольшие образцы в районе 30 петелек. А сегодня мы с вами сделаем образец из 37 петелек. Раппорт данного узора будет состоять из 12 петелек. И чтобы красивый узорчик лег, мы с вами сделаем 37. Угу. Вы поймете почему. Итак, зафиксировали петельку, мы ее не считаем. А дальше 37 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Есть. Вот наш будущий образец. Итак, этой же ниточкой делаем одну воздушную петельку. Во вторую петельку от крючка, раз, два, провязываем столбик без накида. Сделаем одну воздушную петельку и дальше со следующего столбика вяжем 11 столбиков с накидом. Раз, ничего не пропускаем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Есть. Так. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. А в цепочке пропускаем всего лишь одну петлю. И в следующую, во вторую, вяжем опять 11 столбиков с накидом. Угу. Самостоятельно провяжите 11 столбиков с накидом, потом опять 3 воздушные петельки, а в цепочке одну пропустите. И опять 11 столбиков с накидом, а здесь я в конце вас встречу. Покажу, как закончим ряд. Договорились? Но не сложно, да? Самое главное, 11 столбиков, 3 воздушные петельки. Давайте. Так, смотрите, вот такая вот красота получается. Дальше что мы делаем? Мы провязали последние 11 столбиков, да? Вы не забыли сделать 3 воздушные петельки, а здесь пропустить одну воздушную. 11 столбиков с накидом, и дальше последний самый столбик мы провязываем столбиком без накида. Так, одна воздушная петелька, столбик без накида. Вот так вот опускаемся. И здесь я хочу добавить новый цвет. Новички, смотрите. Последние 2 петельки столбика мы провязываем новой ниточкой. Вот так вот вводится новый цвет в вязание. Раз, и все. Дальше мне необходимо будет набрать 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Все. Сиреневую подтянула, зелененькую подтянула. Дальше поворот. Здесь у меня по узору должно быть 2 воздушные петли. Еще раз. Раз, два. Есть. Теперь считаем 5 столбиков. Раз, два, три, 4, 5. Так. И в шестой мы вяжем столбик с 2 накидами. Обычно провязываем. Раз, два, 3. Есть. И еще сюда же 5 столбиков таких же с 2 накидами. Итого у нас получится здесь 6 столбиков. Угу.
То есть 2 накида, ввели крючок, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2, 2, 2. Ничего сложного. Итак, 1, 2, 3. Дальше. Следующий столбик. 4. Следующий столбик. 5. И следующий столбик 6. Не сложно? Вообще не сложно. А дальше, посмотрите, будет интересно. Итак, мы делаем один накид. И вот видите, столбик, да, вот верхушка столбика. Мы сюда вводили все наши столбики зелененькие, да. А теперь мы должны будем вернуться перед этим столбиком. Смотрите внимательно. Перед этим столбиком. Ввели крючок, протянули ниточку. И протянули ее до самого, видите, до самой верхушки вот этих вот столбиков. Протянули. И на самой верхушке, вот так вот 1, 2, провязали. Еще раз. И так сделаем здесь 5 раз. Это был первый. Дальше. Второй. Протянули полностью, да, чтобы не зажулькать наш веерочек. 2. Протянули. Это у нас будет 3. Еще протянули. Это у нас будет 4. И протянули. Это у нас будет 5. Все. Вот так сделали. 2 воздушные петельки. Так. И опускаемся вот в нашу эту арочку, которую делали с 3 воздушных петелек. И здесь провязываем столбик без накида. Вот такая вот интересная загигулька получится у нас. Угу. Что делаем дальше? Опять 2 воздушные петельки. 1, 2. 2 накида. Считаем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. В 6 провязываем 6 столбиков с 2 накидами. Давайте еще раз покажу. 1, 2. 3. 4. 5. И 6. Угу. Дальше накид. И вот перед нашим столбиком, вот перед этим столбиком, уходим сюда. 1. Провязали. Еще раз. 2. Провязали. 3. Провязали. 4. Провязали. И 5. Провязали. Угу. И вот опять такая вот загигулька получилась. Так? Давайте до конца ряда самостоятельно, а в конце я вас встречаю. Договорились? Давайте. Так, смотрите. Вот мы провязали. Да? Вот у нас такие 3 прикольные ракушечки, веерочки. Дальше здесь сделаем 2 петельки воздушные, 2 накида. И вот в последний столбик, который у нас был без накида, да, мы делали, мы провязываем столбик с 2 накидами. И здесь мастер, художник, да, захотел добавить новый цвет. Девчата, вы представляете? Я хотела возвращаться зеленым, но в процессе подумала, почему бы не вернуться сиреневой ниточкой. В принципе, для того, чтобы ниточки сохранить, да, мне нужно было начинать отсюда зелененьким, чик-чик-чик сюда, и тут бы сиреневую подхватила. Но я сиреневую уже отрезала и продолжаю вязать отсюда сиреневой ниточкой. Вот такой вот фантазер. Итак, дальше воздушная петелька, подтянули зелененькую, подтянули сиреневенькую ниточку, поворот. И сюда же мы провязываем столбик без накида. Дальше 2 воздушные петли. 1, 2. Теперь внимание. Накид. И мы вводим крючок вот таким вот образом, чтобы у нас столбик был перед нашим крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. Обычный. 1. Дальше еще раз. Точно так же. Ввели. Столбик получается перед крючком. 2. Следующий. Так провязываем все столбики. 3. Дальше. 4.
Следующий 5. Дальше 6, 7, 8, 9, 10. Это рельефный. Получается, у нас здесь лицевой столбик с накидом. И 11. А смотрите, что получается у нас с обратной стороны. Готовы? Смотрим. Хопа! Гляньте, какой забавный, прикольный веерочек. Да? Супер. Идем дальше. То есть мы сейчас с вами, получается, повторяем вот наш первый ряд. Да? Итак, 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И перескакиваем на следующий наш веерочек. И точно так же захватили крючком столбик, чтобы столбик был перед крючка. И провязали 11 рельефных лицевых столбиков с накидом. Так? Несложно. Вы уже знаете, вы уже умеете. Ага. Давайте до конца ряда провязываем, а здесь я вас встречаю. Я уверена, что у вас получится, потому что вы большие молодцы. Давайте. Так, вот красота какая получается. Лицевая сторона, изнаночка, все аккуратненько, ровненько. Здесь что мы делаем? Как мы заканчиваем после вот этого веерочка, да? Мы заканчиваем 2 воздушные петельки. Здесь пропускаем тоже 2 воздушные петельки. И в третью провязываем обычный столбик без накида. И здесь расточительная Оля добавляет новую ниточку, которую она отрезала с того края. Угу. Добавляю новую ниточку и делаю 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Подтянула сиреневую, подтянула зелененькую. Все, красоту навела, повернула. Дальше мы делаем точно так же, как мы делали в зеленом нашем вот этом ряду. То есть мы сделаем 2 воздушные петли узора, накид и отсчитываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И в шестой за верхушку провязываем 6 столбиков с 2 накидами. Помните? Давайте еще раз напомню. 1, 2 накидами, 2, 3, 4, 5 и 6. Есть. А теперь, это была верхушка, да, вот этого столбика сирененького. А теперь перед столбиком делаем накид, перед столбиком шагаем. Хоп, достали ниточку, подтянули ее до уровня, получается до уровня вот нашего веерочка. И сверху провязываем только раз, как обычный столбик с накидом. Накид еще раз утонули перед столбиком, вытянули ниточку, провязали. Раз. Следующий опять утонули, протянули, провязали. Это у нас уже 3. Осталось 4 и 5. 4, 5. Все. Огонь. Дальше 2 воздушные петельки. 1, 2. Дальше, смотрите, опускаемся вот этой арочки фиолетовой, делаем столбик без накида. Опять 2 воздушные петельки. И опять отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5. И в шестой столбик в верхушку начинаем вязать опять 6 столбиков с 2 накидами. Все, повторяем. Понятно? Угу. Давайте еще раз провяжем до конца ряда. Я вас в конце встречаю. Так, вот такая вот красота получается у вас. Заканчиваем 2 воздушные петельки и 2 накида. И в последний вот этот вот сиреневый столбик без накида мы провязываем. Столбик с 2 накидами, но провязываем не до конца, потому что здесь мы добавляем, расточительная Оля добавляет новый цвет. Угу. Итак, провязали. Дальше воздушная петелька. Все, подтянули. Поворот. И сюда же столбик без накида. Дальше 2 воздушные петельки. И начинаем провязывать рельефными лицевыми столбиками с накидом. 1. То есть мы повторяем уже ряд. У нас будут повторяться 2 ряда. Зеленый, сиреневый, да? Накид. Вели крючок сзади наперед, столбик перед крючком. И провязываем как обычный столбик. Все. И так вот 11 столбиков. И между ними 3 воздушные петельки. Угу. Несложно?
давайте мы довяжем этот ряд, так, до конца. А потом вырастим наш образец и посмотрим, что у нас получается. Я думаю, получится шикарно, да? Таких веерочков вы где-то еще видели? Давайте, встречаемся через несколько рядов. Итак, девчат, смотрите, что получилось. Смотрите, какая красота. Такие неровненькие, да, веерочки. Класс. Ну, лицевая сторона предполагается, да? Это вот изнаночка. Вы гляньте, какая аккуратненькая лицевая изнаночка. Прям загляденье, да? Смотрите, шикарно. Итак, 37 петелек набирали, да? Если это же пряжа, если эти же ниточки, если это же плотность вязания, то это получается аж 20,5 сантиметров. А если смотреть по самой верхушке, это получается 11 сантиметров. Это что у нас? Это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рядов. Угу. А если по самой маленькой, то это 10 сантиметров. Класс. Ну, естественно, жду в комментариях ваши отзывы, предложения, пожелания, как назвать, куда использовать. Гляньте, изнаночка вообще шикарная, да? Такие веерочки, веточки, листики. Класс. И та сторона, и эта сторона. Угу. И вот и думать, какую сторону можно использовать. Итак, я надеюсь, вам узорчик понравился. От вас лайк, комментарий, подписка. Естественно, нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. До новых видео. Всем пока-пока.